Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Спасибо всем за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня у нас калейдоскоп. Финская нарезка. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В Финляндии продолжается рост безработицы. Об этом свидетельствуют данные статистического центра. В ноябре этого года уровень безработицы достиг 9%. Это на 2% выше, чем в начале 2023 года. В ноябре в стране было зарегистрировано 226 тысяч безработных. Это на 36 тысяч больше, чем год назад. Безработица растет, но плач о нехватке рабочей силы продолжается. А владелица кафе Пуллапоски, расположенного в центре Пункахарью, Сари Кутванен, жалуется в интервью журналу «Юритет», что коренные финны, похоже, не интересуются работой в кафе. Если хочешь найти подходящего работника из числа коренных финнов, таких очень мало. В наше время получается так, что работник диктует условия, а не работодатель, говорит Кутванен. Кутванен пришлось нанять на работу мигрантов. Сейчас у нее работают 2 постоянных сотрудника. Кроме того, она предоставила места для практики нескольким мигрантам. Я всегда говорю, что хочу дать возможность людям увидеть, что это за работа. Я ставлю человека рядом с собой и учу его готовить пиццу, карельские пирожки и булочки, объясняет Кутванен. С прошлой недели Финляндия начала требовать страховые сертификаты с танкеров, перевозящих российскую нефть в Финском заливе. Цель – ограничение деятельности теневого флота России, который, обходя санкции, перевозит российскую нефть на старых лоханках и создает риск экологических катастроф. Северные и балтийские страны, Великобритания, Нидерланды и Польша, всего 12 стран, договорились требовать страховые документы у судов теневого флота, проходящих через Финский залив, Ла-Манш и другие проливы. Помимо мониторинга санкций, заботой прибрежных государств Балтийского моря является возможность экологических катастроф, вызванных теневым флотом. Представитель Трафиком Финляндии пояснил: у танкеров запрашивают информацию о страховании по Конвенции гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. Если судно не отвечает или у него нет страховки, Трафиком обращается к стране флага. На данный момент страховки у запрошенных судов в порядке и причин для тревоги нет. Не все суда, направляющиеся в Россию, относятся к теневому флоту. С сентября Финляндия вновь может высылать людей на Украину. Миграционная служба Финляндии Мигри заявила, что на Украине есть регионы, где не ведутся боевые действия, и туда можно высылать людей. Решения о высылке включают депортацию и выдворение. Однако, по словам представителя Мигри, на практике порог для вынесения таких решений в отношении Украины остается очень высоким. Европейские лидеры провели неформальную встречу в выходные в Финляндии. Обсуждались темы безопасности Европы, миграция и оборона. Кая Каллас, представитель ЕС по вопросам политики и безопасности Европы, заявила, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но элементы безопасности варьируются в зависимости от региона. И отметила угрозы в виде саботажа, гиператак, опасного теневого флота и повреждения инфраструктуры. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул важность российско-финской границы как внешней границы ЕС и НАТО и отметил региональные различия угроз. По словам Орпо, граница не будет открыта до тех пор, пока с российской стороной не будет достигнуто взаимопонимание. Финляндия должна быть уверена, что если граница будет открыта, Россия не направит к ней поток мигрантов. Лидеры обсудили необходимость увеличения расходов на оборону и поддержку Украины. Особенно это важно на фоне непредсказуемой политики США, когда президентом станет Трамп. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони акцентировала внимание на миграции как инструменте шантажа
поддержав усиление защиты границ ЕС. Она также отметила важность НАТО для безопасности Европы, подчеркнув необходимость учитывать не только восточный, но и южный фланг. Обновлены инструкции Минздрава Финляндии, касающиеся услуг скорой помощи. Теперь у звонящих на номер экстренной помощи 112 спрашивают имя и дату рождения пациента. Предоставление личных данных не обязательно, но они помогают быстрее обработать вызов и уточнить данные пациента через базы. Также звонящим теперь чаще рекомендуют добираться в неотложку самостоятельно. Инструкция содержит перечень вопросов для разных ситуаций и определяет случаи, когда требуется направить врачебную бригаду. Большинство вызовов связано с пожилыми людьми, и важно определить уровень необходимой помощи. Раньше система оценки срочности вызывала сложности, теперь у операторов будет больше свободы в принятии решений. В новогодний период службы ожидает большое количество вызовов, связанных с фейерверками и нарушениями порядка. Экспериментом над людьми эксперты называют предложение правительства Финляндии разрешить использовать вкусы ментола и мяты для никотиновых пакетов. Правительство заявляет, что цель – сократить использование никотиновых пакетов среди молодежи. Однако эксперты считают, что ментол усиливает зависимость и сделает продукт еще более популярным среди подростков. Ментол ускоряет всасывание никотина и усиливает его эффект. Это подтверждено научными исследованиями. Ментоловые сигареты запрещены в ЕС с 2020 года. Эксперты считают, что при разработке закона их мнение проигнорировано, а долгосрочные последствия употребления никотиновых пакетов неизвестны. Специалисты предлагают полностью запретить вкусовые добавки, чтобы снизить привлекательность продукта для молодежи. Соцздрав признает, что добавление ментола может увеличить зависимость, но отмечает, что цель закона также предотвратить незаконный рынок никотиновых пакетов. Слишком жесткие ограничения могут привести к контрабанде. Какая зарплата брутто достаточна для жизни в Финляндии? Это выяснил опрос, проведенный профсоюзом работников сферы услуг ПАМ. Большинство считает, что зарплата должна составлять как минимум 2000 евро в месяц, чтобы на нее можно было прожить. Центральный банк Финляндии продает золото и покупает доллары США, фунты стерлингов и японскую иену, чтобы увеличить валютные резервы. И чтобы сохранить реальную стоимость валютных резервов, общий объем валютных резервов возрастет с 7 до 9 миллиардов евро. Основная причина увеличения валютных резервов – это высокая инфляция в США, которая снижает покупательную способность резервов, выраженных в долларах. И, наконец, положительная новость. Первая в Финляндии пересадка руки была выполнена в больнице Мейлахти в Хельсинки. Операция была проведена пациенту, которому несколько лет назад ампутировали руки и ноги. Операция длилась 17 часов. Врачи несколько лет готовились к этой операции. Пересадка руки включает 3 этапа. Изымают руку у донора, затем получателю делают подготовительную операцию. После этого соединяют кости и кровеносные сосуды, а затем сухожилия и нервы и другие структуры. Пересадка была выполнена на уровне предплечья. Чем меньше участок конечности пересаживается, тем лучше ожидается функциональный результат, говорится в пресс-релизе в больнице. Реабилитация под наблюдением специалистов займет около года. Цель пересадки руки – улучшить качество жизни пациента. Протезы верхних конечностей часто считаются громоздкими и лишенными чувствительности. Пересадка обычно выполняется пациентом, потерявшим обе руки. Пересаженная рука может обрести чувствительность вплоть до кончиков пальцев. Однако сила сжатия, мелкая моторика и тактильная чувствительность будут, конечно, ниже, чем у здоровой конечности. С 1998 года в западных странах было выполнено около 200 трансплантаций частей тела, из которых примерно 120 были пересадки рук. При подборе пересаживаемого органа учитывается
Пол, цвет кожи и возраст донора и реципиента. А здесь, в Испании, правительство объявило к Рождеству о новом подарке гражданам. Продлевается еще на 4 месяца бесплатный проезд в электричках. Ну, не страна, а праздник. Ну а на этом, дорогие друзья, прежде чем проститься, желаю вам светлого Рождества и приглашаю полюбоваться рождественской Малагой. Благодарю всех за внимание и до новых встреч. Всем пока!